Вот это вот твое восприятие, вот это ты это точка внимания. Твоя точка внимания, она начинает проявлять и материализовывать. Если твоя точка только в твоей истории, вся сила в твоей истории, материализация очень быстрая. То есть это уже не будет для тебя как какая-то магия, там, секта. То есть это действительно выделенная энергия, она проявляет образы. Если ты глубоко в телефоне, сейчас в образе, я с тобой разговариваю, ты прям погружена в меня, там, про маму вспоминаешь, ты в личности. Ну, играешь игрульки, вот, и как бы ты туда даешь энергию. Вот сейчас выйди из этого восприятия личности, просто немножечко вылети. Давай с тобой возьмем шарик и поместим туда Олю. Ну, вот балкон, Оля вот там сидит в шарике. Вот она что-то слушает. При этом это говорение не прекращается, потому что оно в тебе находится внутри. Оно к Оле не имеет отношения. Это говорение находится внутри, потому что ты сейчас, Оля славливает звук, слова, идет интерпретация через твои программы, через твой фильтр. И на выходе ты понимаешь свое. И вот это твое, что ты вытащила, это уже подсказки высшего я. То есть говорю я одно, а через твою призму ты понимаешь совершенно другое. Да, ты также слышишь звук, есть какие-то понятия, которые я употребляю, концепции, ты формируешь какой-то образ. И там где-то внутри, само с собой, нечто это говорит. И говорит, пробудись, вот я же, вот, никуда не нужно ходить, вот она я. Никуда не нужно ходить, и никакой деятельности не нужно искать, потому что я сейчас вот в этом моменте реализуюсь в игре под названием Оля. Ну, туда в этот шарик можно поместить улицу, твою, город. Вот там далеко-далеко где-то ты сидишь уже, Землю, космос, вот все, что ты знаешь об этом, родители какие-то, это все остается с персонажем. Когда душа разотождествляется, она вот так же вылетает. Идет отслойка истории. Остается чистый опыт, который ты прожила в этом теле. Какие-то твои осознания, яркие моменты эмоций, вот они остаются как память внутренняя. Вот ты вот это вот то, что наблюдает. И если ты постоянно то, что наблюдает, тебе будет интересно наблюдать за картиной. Как Оля трансформируется, как Оля пробуждается, как ей что улучшить. Просканировать ее тело, как у нее там спина устала, например, как она устала заниматься делами, уложить ее посидеть, полежать, поделать ей массаж. Нет массажиста, пошла, взяла крем, помяла ноги себе. То есть вот как бы к своему персонажу относиться уже с вниманием. Ты тогда становишься той, которая любит своего персонажа. И в эти моменты у тебя происходит расширение, когда меняется твоя голограмма вся. Люди там просто не удерживаются, берут игру такую, на поиграть. Один раз вылетели в медитацию, и все. Стучит ребенок, открыла ему. Принимаешь, то есть прям принимаешь момент, а что будет? У тебя есть вариант, а что будет, если просто сейчас ему дать любовь и сказать, что мама от тебя не закрывается, ты в безопасности? Потому что твоя детская часть сейчас к тебе стучится, и она закрыта. Это я сейчас тебе не метафорично говорю. То есть через ребенка ты сейчас отрабатываешь дать ему любовь из сердца на все моменты, которые он сейчас просит. Ну, как бы границы выставляешь, да, сейчас я работаю и так далее. Но если он приходит, через него начинает атаковать ум. Ум тебя возвращает в реальность. Он, например, говорит, сейчас не время, далеко не улетай. Куда полетела? Сразу тебе там по голове постучали. И ты через него будешь видеть. Вот я тебе как бы сказала, да, 2 раза, но ты пока не среагировала, чтобы открыть ему. Потому что у твоей эго-структуры есть жесткая сцепка. Потому что Ребенок он должен меня сидеть закрыл. там. Выйду ли я вообще отсюда? Ну, то есть, ну, через него, да, тебя подтаскивают через него, чтобы ты вернулась. И вот именно в эти моменты мастеров научают видеть: о, сейчас триггер какой-то пошел, еще больше надо в себя вернуться. Для тебя, я думаю, что ты такую практику делаешь бессознательно. Когда у тебя рядом ребенок, он начинает, например, нервничать, что-то, вот что-то не так, или много слишком внимания требует. Сначала вернуться в себя. Сначала раз отлететь, увидеть вот это со стороны, что происходит, и затем вступать в контакт.
Потому что дальше матрица всплывает, она выдает людей, которые стучатся в квартиры, налоговая, которая звонит. То есть, когда ты уже в реализацию заходишь, матрица начинает с тобой уже иначе взаимодействовать, она всячески тебе показывает мир реальный, и но будет абсурд, я тебе гарантирую, будет такой абсурд, что ты увидишь, тебе будет смешно. Может, у тебя были уже такие моменты? У меня было. Как только ты садишься в какую-то глубинную практику, сразу звонок, постучали, у меня приходила женщина, говорит, перенесите капусту там наверх. Что это происходило? Ну вот это момент именно выдергивания. Что делать в этот момент? Выдернулась, это выходит, это безусловно выходит, но надо же ответить им хотя бы, идите там лесом. Выдернулась, и тут же возвращаешься в ту точку, в которой была. То есть погрузилась в матрицу, вернулась. Как бы вот такими шагами, да, пока семимильными. Потому что ты не сможешь вечно совсем удерживаться, но как мастер идешь, и ты это будешь делать. То есть я вижу, что это восприятие в тебе укоренится. Когда оно в тебе укоренится, вот эта игра для тебя будет очень интересная. Ты уже увидишь, что ты можешь это делать сама, все, что хочешь. У меня же обычно ребенок до 9 часов спит. Я сегодня встала в 6 часов, он в 6:30. То есть вот нужен важный эфир, да, как бы для меня. И постоянно вот что-то важное нужно, да, практику какую-то послушать или на курсе какое-то там важное что-то. И постоянно вот такое вот, то есть ребенок раньше встанет, либо вот А скажи, Оленька, душа моя, скажи, а кому важно? личности, видимо. Да, то есть личности важно, и ты сразу в личности. И если ты будешь важность сбрасывать, ты увидишь волшебный момент. Никто не умер. Не попала на эфир, посмотришь записи. Не смогла на звонок, перенесешь. Не просмотрела обучение, просмотришь позже. То есть любую важность прямо пресекать. Это личности важно. А я бегу куда-то? Я куда-то бегу. То есть, да, личности сейчас важно, что деятельность у тебя сейчас что-то будет, потому что у меня кто выходит после прямых эфиров, ты должна знать. Я не какой-то там Иисус, например, да, но энергетика раскачана внутреннего поля, и поэтому люди заходят, например, одна тоже заходит, женщина говорит, мне не дают кредит, рефинансирование. Другая говорит, мне там негде жить, меня выпинывают. Через неделю-две примерно решается эта ситуация. Но поскольку у тебя нет такого активного запроса, ты просто прям в трансформации в своей, то у тебя может решиться какое-то, что-то необычное. Что-то придет необычным способом. Это будет так, для тебя сюрпризом, чтобы ты точно увидела. Пусть какой-то у тебя сюрприз проявится. Тем более, если у тебя мечта жить в большом доме, это ты видишь будущий сектор. И к нему, чтобы этот дом проявить, давай, ну так примерно от 3 до 7 лет выгрузка. Ну на такой энергии, что у тебя, представляешь, там надо и медитировать, и работать, там все надо подключать. Но ты видишь будущий сектор. Вот оно кажется тебе, что это мечта. Но в один момент энергии будет столько, что ты сможешь этот дом себе купить. Но будет ли он тебе актуален? Вот это не факт. Потому что к этому моменту ребенок может вырасти, там сказать, мне 14, я пошел жить один. А тебе зачем этот весь дом? Чтобы на огороде работать или что? Коттедж трехэтажный, чтобы в нем убираться. То есть в момент, когда этот дом уже проявляется, он часто не актуальный. Сейчас в этой точке тебе дом нужен? Мне дом-то хочется на берегу моря, у гор. Так или море тебе Море и хочется? горы хочется. А если я тебе предложу такой вариант? Приезжай, вот, например, да, как я уезжала, приезжай на зимовку в море и горы. Тоже можно. И будешь каждую зиму, например, улетать. Нужен ли тебе дом? Да хотелось бы так-то, наверное, на постоянной основе жить у моря. Постоянно живи. Дом тебе нужен? В принципе, у меня есть своя квартира. А, можно там просто, наверное, снимать какую-нибудь виллу, что-то. У тебя именно идет образ, да, жизни, где ты живешь. Это образ жизни. И у личности есть такая важная программа иметь все по договору. Она хочет себе как больше матричных привязок. Это мое, телефон мой, ноутбук мой, квартира моя. Это личность хочет. Она хочет обложиться важностью, что она что-то имеет. Да, хорошо иметь дом. Если у тебя квартира есть своя, у тебя внутреннее поле уже собрано. Это как, знаешь, как вот зрелое ядро, на которое сейчас можно все насаживать, если жилье есть свое. Даже если съемное, хорошее слово, если съемное жилье, мы тоже с этим работаем. Потому что момент, вот там, где ты сейчас находишься, это и есть твое. Это все, что ты смогла выгрузить. Если ты на съемное выгружаешь, это такой объем энергии. Ты свое смогла сгенерировать. Это еще больший объем.
У тебя уже есть то, чем ты владеешь. Дальше, если у тебя стоит вопрос «хочу дом», почему тогда не поменять квартиру на дом? Значит, это не истинное желание. И если бы было максимально истинное желание, ты бы уже собрала все чемоданы и сказала: «Я так хочу дом». То есть слово «дом», возможно, не подходит. Дом связан с какими-то хлопотами, дом далеко от города, ну или что-то такое. То есть к слову «дом» у тебя есть какие-то программы. Ну, видишь, я бы, может быть, и продала бы эту квартиру. Ну, получается, то, что купила-то эту квартиру мама, ну, как там, большая часть денег это от продажи квартиры дедушки, и, получается, добавила мама. И я просто не могу ее продать, В потому чем что мне вопрос? мама просто весь мозг склюет. Но деньги приходят на игровой момент. И подыгрывают тебе все. И дедушки, и дяденьки, и мамы. Но когда Оля это увидит, эту игру, она просто скажет: «Боже, я благодарю». Деньги просто стекаются ко мне ручьем. Ты держишь их образы, они, блин, бедные, уже разрушились там все, но ты до сих пор их греешь. Тело физически никуда не денется. Максимально долго, сколько маме нужно проиграть, да, Олиной маме, она столько будет жить, она еще с тобой трансформируется и пойдет в реализацию, там и омолодится, и что-то будет происходить в этой игре. Но если за квантовым восприятием смотреть, это ты генерировала деньги из себя. А откуда они, из какой ветки перечислились тебе, вот это не важно. Вся суть в том, что ты не можешь себя похвалить, увидеть свою масштабную игру, как ты сделала эти деньги. А это сделала ты. И вот теперь лично, и как только ты как бы в личность спускаешься, она говорит, был дедушка, дядя, тетя, бабушка, была мама, это вот они же, это же их деньги, но нет их денег. Потому что если деньги не твои, они к тебе не приходят. Вот тебе, например, 20 тысяч приходит, человеку 20 приходит, это максимум. И он может генерировать только 20 тысяч. Потратить, получить, потратить, получить. Как у нас зарплата устроена? Он может генерировать только 20. Расширяя вообще в игре, расширяя свое сознание, позволение. Я хочу, ты себе позволила квартиру, я это называю позволила. Ты позволила себе квартиру, и как-то неожиданным образом все решается. Так позволь себе жизнь на море просто в своей груди. Я себе позволяю жить на... А что такое позволяю? Это значит, я хоть прямо сегодня соберу чемодан и полечу. То есть должны отвязки все уйти. И из-за того, что ты думаешь, что деньги мамины, ты даже до сих пор не поняла, что квартира твоя собственная. Вроде бы как ты в чужом живешь, а как я продам, у меня ничего нет, а деньги мамины, а я такой маленький человек, Оля, которая не работает. Тебя начинает зажимать в маленькую-маленькую коробчонку. Это, блин, ты сделала. Это все из тебя создано. Ребенок из тебя, деньги из тебя. Деньги создаются из тебя духовной. Вот ты духовная расширяешься, как позволение для игры. Я духовная, это позволение для игры. Вот можешь прям, будешь пересматривать, запиши. Ты позволила квартиру, и это не было страданием, а дайте мне срочно квартиру. А когда у меня будет квартира, позволение – это когда ты такая, ну, классно было бы иметь свое жилье. И вот с реализацией, в принципе, та же фигня. Вот ты сидишь и думаешь, ну, окей, сижу в бытовухе, накоплю энергию. Значит, что-то там копится, мощное. Ну, неважно, ну, будет реализация, а вдруг не будет. Представляешь, твоя душа пришла прожить, осознать, как творятся потоки денег вне деятельности. А все дарить будут, там какие-то спонсоры появятся. То есть, а ты такая ограничиваешь, блин, мне нужна деятельность, я же, да сиди в Инстаграме, рассказывай свою жизнь. Смотрите, девки, мне нравятся желтые цветы, я изучаю матрицу судьбы, блин, какое сегодня солнце. То есть как бы жизнью своей делишься. Я себя, вот смотрите, я матрицу изучала, я сейчас про тебя говорю. Например, я изучала матрицу 2 месяца. Я столько всего вытащила. Ну ладно, дело вообще не про нее. Посмотрите, какое хорошее у меня настроение. Ни из-за чего. А как я трансформировалась? А мои успехи за месяц. И ты просто начнешь, когда выкладывать, что у тебя меняется, люди будут спрашивать, с помощью какого инструмента ты это сделала. И ты как бы тогда в расслаблении будешь работать. Ну, это коротко, Кстати, конечно, да, тебе. получается, что То есть вот это. у меня и мужа на повышение повышают по работе. То есть я-то реально сижу в декрете, я просто получаю, мне приходят пособия, мне приходит зарплата от мужа, муж еще нашел подработку, там еще подрабатываю. И правда, ты сейчас говоришь, я осознаю, что получается, что я сама это все и выгружаю. То есть я сижу 3 года в декрете, и мне просто деньги, они, ну, на самом деле, они всегда есть. И на обучение, и на, как бы, и на развлечения какие-то. Только что вот это приходит. Да, ты просто что-то, например, ты не сильно хочешь. Это я к чему? Вот девочки ко мне заходят, у нас такой был разговор. Кто-то же себе позволил группу за 9 тысяч. Вот эти деньги вырвать из себя из груди там.
на, ну дай мне что-нибудь, что там у тебя будет. Все же по-разному заходят, все в личности, я же это понимаю. А кто-то себе позволил другую сумму отдать и посмотреть, как она проворачивается. Вот сейчас у меня заходят девочки, которые за 350. Смысл только в позволении и как бы в понимании, что мне нужно захотеть сильно 9 тысяч. Или мне нужно захотеть сильно 350 тысяч, мне нужно захотеть сильно миллион. И вот это вот захотеть сильно, это как минимум начинается с веры, что это ты создаешь. И в тебе это надо, вот это прям это вбивать надо, это надо взращивать. Ты в моменте создаешь. Сейчас тебя страхуют, чтобы ты вошла в реализацию. Матрица закрывает все. Зачем? Она тебе горячего жареного петуха должна включить, чтобы ты захотела в эту реализацию.